Каждый из нас сейчас находится в том месте, в котором выбрал быть, с теми людьми, кого выбрал, и чувствует то, что выбрал чувствовать. Осознаем мы это или не осознаем, не имеет никакого значения. Вселенная беспристрастна. Она одинаково исполняет как наши желания, так и наши нежелания. Когда мы осознаем, мы присутствуем в своей жизни, мы проживаем ее, мы в том месте и с теми людьми, мы наполнены и самодостаточны, мы довольны и удовлетворены, мы открыты. Когда возникают какие-то ситуации или моменты из социума, которые пытаются нас как-то задеть или зацепить и утащить нас вниз по состоянию, мы распознаем их, изобличаем, и они растворяются, они исчезают из нашей жизни, не оставляя никакого следа и не оказывая на нас влияния. Такие программы возникают в нашей жизни постоянно. Мы живем в обществе, мы подключены к единому социальному полю, к единому коллективному бессознательному. И мы можем подхватить оттуда какую-то программу. Точно так же, как мы подхватываем вирус из социума и заболеваем. Точно так же программа – это тот же вирус. И когда осознанный человек – это тот, кто распознает программу до того, как она оказала на его жизнь воздействие. И этот человек не живет в розовом мире с розовыми слониками, розовыми пони. Он не носит улыбку 24/7. Он не находится в каком-то возбужденно-радостном, неестественном состоянии. Он не строит из себя доброго. Он не находится в медитации со словами все хорошо», тогда как внутри все горит и кипит и борется. Просто этот человек, который в медитации сидит, он встает, идет в общество, там ему получает оплеуху, идет снова, возвращается в свою медитацию, потому как нужно успокоиться. И этот человек живет в иллюзии осознанности. Он не принимает мир таким, какой есть. Он не осознает реальности, он не осознает себя в ней. Он выбирает какую-то одну сторону и пытается ей следовать, тогда как мир ему все время показывает, что он намного больше, чем просто вот эта вот сторона, которую он выбрал. И так он проживает. Когда мы живем неосознанно, с нами происходит то, чего мы не хотим. Мы злимся, мы переживаем, расстраиваемся, раздражаемся, не носим обиды с собой. И мы находимся в какой-то череде проблем, крутимся в каком-то колесе проблем, из проблемы в проблему, и так и далее, и так и далее. И так это составляет в итоге формируется наш собственный чемодан, в котором это все начинает храниться, копиться и копиться. И, естественно, с течением жизни этот чемодан увеличивается и увеличивается. И представьте, этот чемодан не позволяет нам проживать нашу жизнь. Мы теряем свою жизнь, когда мы тащим этот чемодан с собой. Из момента в момент, изо дня в день, из месяца в месяц и так далее. Вместо того, чтобы жить сейчас и наслаждаться тем, что сейчас происходит, и делать то, что сейчас хочется делать, мы распаковываем этот чемодан и живем во вчера, месяц назад, 5 лет назад, 20 лет назад и так далее. И вот этот чемодан, он превращается из чемодана, он превращается в такой ежедневный стресс. То есть мы тащим уже с собой стресс, и сами же мы его тащим, мы сами не отпускаем. Мы вцепились в него, как будто бы у нас больше жизни нет, как будто это так нам важно. И вот этот стресс, он ежедневный, изо дня в день, человек его уже не осознает. Мы привыкли, что считать стрессом это то, что произошло что-то внезапно, мы там вспылили. Но вот этот ежедневный стресс, он уже не осознается нами. Но тело наше осознает, наше тело реагирует соответствующе. Когда вы находитесь в состоянии стресса, оно выбрасывает определенные гормоны, которые оказывают определенное воздействие на ваше тело. И вам становится
вы чувствуете себя хуже, возникают какие-то физические недуги, какие-то психические недуги. Потому что вот этот чемодан, он становится препятствием для прохождения свободно энергии в сейчас. Вы не даете себе проживать момент сейчас. Вы теряете себя в этой жизни, теряете в этих моментах. А жизнь, она всегда только в сейчас. Сейчас я покажу, как вы, как люди вообще тянут вот этот вот чемодан с собой самостоятельно. Допустим, вас кто-то обидел, какой-то человек вас обидел. И вот этот человек, вам только кажется, что он вас обидел. Вы только так думаете. Ни один человек не способен обидеть другого человека. Человек может обидеться только сам на себя. Когда вам один человек что-то ответил, или ответил на ваши требования, или ответил на ваш вопрос, у вас уже изначально было сформировано какое-то видение того, как он ответит, какое-то видение того, как должно происходить, какая-то уже установка, как должно быть. И у вас есть условия определенные, которые, вот если он ответит так, то я сделаю вот так, вот если вот так, то так. Есть границы, то есть вот он должен только вот так ответить, потому что вот он вот такой категории человек, значит, он должен вот так ответить. Таким образом, этот человек уже ожидает, у него есть ожидания, у него есть условия, у него есть определенные границы, в которых он ставит вот этого человека. Таким образом, сам человек ставит себя в границы и смотрит из своей ограниченной коробки на того человека и ждет от него подобного ответа. Когда он получает ответ, который не входит, не вписывается в эту коробку, он начинает раздражаться и злиться, и может вообще все перечеркнуть, и может на него обидеться, и может и так далее, и так далее. И потом вот эта обида, она порождает цепочку последующих действий, последующих реакций и так далее. И этот человек, возможно, и не хотел, но он повелся на программу, которая была у него здесь, условно здесь, в ментале, которую он себе же установил. Тот человек его не обидел, а вот этот вот обидел сам себя. Он поставил себя в эту коробку, и потом же, смотря из этой коробки, не смог из нее выбраться, и потом вот он обиделся на самого себя. И вот так этот человек потом выстроил всю цепочку действий в своей жизни, основываясь на вот этом. И все, вот эта обида, она теперь сидит в этом. Вы можете сейчас сказать, что да, я уже не обиделся, я уже не держу зла, или я уже не помню, или еще что-то в этом роде. Но дело не в том, что вы помните или не помните. Помнить или не помнить – это без разницы. Событию Вселенной без разницы, что вы думаете, помните или не помните. Важно то, в каком вы состоянии. И если вы до сих пор обижены, и хоть вы и забыли, хоть вы врете, что забыли и так далее, вы делаетесь только хуже себе, потому что ваше состояние не врет. И оно воспроизводит все то, что все вокруг вашу реальность, оно и воспроизводит ваше состояние. Таким образом, человек проживает вот так вот не свою жизнь. Проживает жизнь в обидах, и вы тянете. Если у вас сейчас есть какое-то состояние, ощущение такое внутреннее, что вы хотите изменить ситуацию, что вы повелись на какую-то программу, сделайте шаг, не слушайте все, что будет вам приходить внутри, что вот, а вдруг он что-то ответит, а вдруг он не примет, а вдруг он там ответит там плохими словами на меня и так далее. Не думайте, а просто возьмите и сделайте. Неужели вам вот здесь вот важна такая фраза правильная. Вам важно быть правым или вам важно быть счастливым? Правильное – это идет от вашей программы. Вы выбрали так, и поэтому вы считаете, что это правильно, хотя это программа. Или вы хотите быть счастливым, то есть вы забываете, вы просто игнорируете эту программу, вы выбираете быть счастливым, и значит, вы выбираете быть свободным, потому что если вы выбираете быть правым,
вы остаетесь в этой программе, вы подчиняетесь ей, и она продолжает вами манипулировать. Даже потом, когда она исчезнет, вы будете сожалеть, но времени вам не вернуть. Вам не вернуть той прошедшей жизни, которую вы прожили с этой программой. Поэтому подумайте, что выбрать.